Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению драгоценных металлов из вот такого разношерстного материала, который представляет из себя набор из керамических микросхем, операционных усилителей, транзисторов и бог знает чего еще. Также на обработке будет находиться лигатура, предположительно от советских разъемов. Материал предоставлен одним из подписчиков по имени Александр, за что ему отдельно спасибо. Стартовый вес материала из микросхемы транзисторов 930 грамм и стартовый вес материала, представляющего себя лигатуру, 440 грамм. Для того, чтобы не затягивать видео, я произвел предварительную подготовку материала, а именно раскусил некоторые из керамических микросхем, а также снял припой при помощи растворителя припоя с этого материала и с лигатуры. Растворитель припоя еще пока не отфильтрованный находится в этом стакане, и его мы тоже переработаем отдельно. По плану переработки. Перерабатывать материал сегодня будем двумя разными способами. Соответственно, материал, представляющий себя транзисторы и керамические микросхемы, будем перерабатывать классическим кислотным методом, а материал, представляющий себя лигатуру, будем обрабатывать при помощи китайской смывки. И, соответственно, касаемо этого материала. Так как он имеет в себе магнитную часть, то на первом этапе будем оттравливать ненужные металлы из него при помощи смеси азотной и серной кислот. На втором этапе профильтруем получившийся раствор и попробуем выделить из него серебро. На третьем этапе растворим в царской водке оставшийся после оттравливания ненужных металлов золотосодержащий материал и восстановим до металлического состояния золота, находящееся в этом царско-водочном растворе, при помощи железного купороса. И на последнем этапе, если понадобится, произведем дополнительную чистку осадка золота при помощи его перерастворения в царской водке. Теперь, что касается лигатуры. На первом этапе произведем выщелачивание золота из золотосодержащего покрытия лигатуры при помощи 5% раствора китайского реагента Джинчан. На втором этапе произведем фильтрацию выщелачивающего раствора. И на третьем этапе попробуем восстановить золото из него до металлического состояния при помощи дитионита натрия. Ну и где-то посередине всех этапов попробуем переработать раствор после растворения припоя с обоих материалов. План накидали. Приступаем. И первым на химическую экзекуцию отправляется материал, представляющий из себя транзисторы и керамические микросхемы. Для этого в материал, предварительно покрытый 2 литрами дистиллированной воды, прольем 400 мл концентрированной серной кислоты. И 300 мл азотной. Реакция стартовала, и материал отправляется в вытяжной шкаф. Ну а мы пока займемся приготовлением выщелачивающего раствора. Так как лигатура на вид содержит достаточно приличный слой позолоты, сегодня приготовим более насыщенный 5% выщелачивающий раствор. Для этого нам понадобится 1,5 литра обычной недистиллированной воды, навеска из 75 грамм китайского выщелачивающего реагента Джинчан. В качестве дополнительного стабилизатора для поддержания уровня pH раствора не ниже 11 будем использовать навеску из гидроксида натрия в 35 грамм. И в качестве дополнительного окислителя будем использовать навеску из 30 грамм железа синеродистого калия, он же красная кровяная соль. Готовим раствор. Присыпаем навеску китайского реагента. Присыпаем стабилизатор.
И присыпаем дополнительный окислитель. И ждем, пока все ингредиенты растворятся. Наш раствор готов, все ингредиенты растворились. Останавливаем магнитную мешалку и будем пересыпать в стакан, в котором будем производить выщелачивание, наш материал. Сначала опускаем на дно стакана воздухорассеивающую трубку. Она необходима для того, чтобы в растворе при помощи пузырьков атмосферного воздуха происходила циркуляция раствора, а также этот воздух был задействован в качестве дополнительного окислителя. Покрыли первую трубку. Теперь опускаем вторую. И высыпаем остаток материала. И приливаем выщелачивающий раствор. Я прилью пока только 1 литр из приготовленных 1,5. И если будет необходимо, долью оставшиеся пол-литра. Оптимальная температура выщелачивающего раствора 55 градусов. Поэтому ставим нашу конструкцию на магнитную мешалку и включаем легкий подогрев. После этого включаем компрессор. И ждем окончания процесса выщелачивания. Ну а пока выщелачивание идет полным ходом, взглянем, что же у нас происходит в вытяжном шкафу. И видим, что здесь достаточно активно идет процесс травления нашего материала от примесей паразитных металлов. Ждем окончания процесса, и после этого раствор отправляется на фильтрацию. Ну а пока наш материал травится и выщелачивается, займемся добычей драгоценных металлов из-под припоя. Я предварительно отфильтровал раствор из-под растворителя припоя, получил вот такой осадок. Сейчас я обработаю его раствором царской водки и после этого отфильтрую и верну на восстановление. Я отфильтровал царско-водочный раствор после растворения в царской водке осадка из-под растворителя припоя. Раствор нагрет до температуры приблизительно 70 градусов. Избыток азотной кислоты гасим мочевиной.
Избыток азотной кислоты погасили. И восстанавливать золото до металлического состояния будем при помощи насыщенного одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Прикапываем восстановитель. Наблюдаем изменение цвета. Золото в растворе присутствует. Восстановителя достаточно. Теперь крутим под кипением и ждем, пока осадок скоагулируется, а раствор просветлеет. Восстановление закончено. Наблюдаем формирование осадка и просветлевший раствор. И этот осадок отправляется на чистку и просушку. Ну а мы пока вернемся к основному материалу. Одна из его частей все еще находится в процессе выщелачивания. Золотое покрытие, видимо, действительно достаточно толстое и все еще не снялось, хотя прошло уже больше 1,5 часа. И самое время для вливания секретного ингредиента для ускорения процесса, которым у нас будет являться 25 мл перекиси водорода. Приливаем. Если после этого золотое покрытие не снимется, то тогда я солью этот раствор и залью новый. И пока у нас продолжается процесс выщелачивания, перейдем ко второй части материала. Вторая часть материала, представляющая из себя транзисторы и керамические микросхемы, протравилась от паразитных металлов, и теперь раствор отправляется на фильтрацию. Раствор после травления паразитных металлов из нашего материала профильтрован, а фильтр после фильтрации добавлен к материалу. Сейчас проверим раствор на наличие серебра. Для этого прильем в отфильтрованный раствор соляную кислоту. Наблюдаем выпадение хлорида серебра. И если его будет достаточное количество, мы его тоже добудем. Раствор отправляется на отстаивание, а в студии появляется следующий раствор после выщелачивания лигатуры. Посмотрим на саму лигатуру. Вот так она выглядит. На ней не осталось даже следов золотосодержащего покрытия. И это говорит о том, что китайский реагент Джинчан справился со смывкой на 100%. Раствор также отправляется на фильтрацию, а смытый материал в утилизацию. Ну а пока выщелачивающий раствор находится на стадии фильтрации, займемся второй частью материала, которая представляет из себя протравленные от паразитных металлов транзисторы и керамические микросхемы. Предварительно я покрыл материал небольшим количеством дистиллированной воды, и сейчас мы обработаем его раствором царской водки. Для этого для начала приготовим 200 грамм, приливаем в большой мерник
50 грамм азотной кислоты и 150 миллилитров соляной до 200. Переливаем получившуюся царскую водку в материал. И ждем растворения. Спустя приблизительно 15 минут все, что могло раствориться, растворилось, и раствор отправляется на фильтрацию. Раствор отфильтрован, разбавлен дистиллированной водой и нагрет до температуры приблизительно 70 градусов. И готов к восстановлению из него золота. Восстанавливать золото из царского водочного раствора сегодня, как я и говорил, будем при помощи железного купороса, но предварительно погасим излишек азотной кислоты при помощи мочевины. Присыпаем мочевину в раствор. Небольшой излишек азотной кислоты присутствует. Думаю, что излишек азотной кислоты погасили, газовыделение закончилось. И присыпаем восстановитель. Химически чистый железный купорос. Думаю, восстановителя достаточно. И ждем формирования и выпадения осадка. Сейчас я вас приближу. Формирование можно уже наблюдать. Ждем окончания процесса.
Спустя приблизительно 15 минут восстановление закончено. И можем наблюдать сформированный осадок, который я вам сейчас попробую показать. Выключаем магнитную мешалку. И этот осадок отправляется на чистку и просушку. Осадок почищен и просушен. Вот такое достаточно приличное его количество получилось. И с ним встретимся уже на взвешивании. Ну а мы тем временем вернемся к еще одному раствору, а именно к раствору после выщелачивания лигатуры при помощи китайского реагента Джинчан. Так как восстановление золота до металлического состояния при помощи дитионита натрия из щелочного раствора требует доведения его до кипения, я предварительно довел его до кипения на более мощной плитке. И теперь будем восстанавливать золото до металлического состояния. Запускаем магнитную мешалку и присыпаем восстановитель. Наблюдаем изменение цвета. И будем надеяться, что золото из раствора восстановится не в виде коллоида, а в виде сформировавшегося осадка. Ждем формирования осадка. Собственно, вот он начал формироваться. Сейчас я укрупню, и будет заметно. В растворе плавают хлопья. Так как на стенках образовалось некоторое количество зеркала, надеюсь, что эти хлопья его оттуда счистят. Ждем окончания процесса. Восстановление закончено. Раствор немного отстоялся. И вот такое количество осадка получилось. Осадок мелкий и достаточно тяжелый. Сейчас я отдекантирую верхушку раствора и соберу осадок в посуде меньшего размера.
Я немного почистил и укрупнил осадок при помощи кипячения его в растворе серной кислоты. Теперь он выглядит вот так. И этот осадок отправляется на дополнительную чистку и просушку. Золотой осадок дополнительно почищен и просушен. Вот такое количество его получилось. И с ним встретимся уже на взвешивании. И по химическим процессам у нас остался последний незакрытый гештальт. Это восстановление серебра до металлического состояния из хлорида. Напомню, что это серебро, точнее этот хлорид, был добыт из раствора после оттравливания материала от паразитных металлов. Восстанавливать серебро из хлорида будем при помощи насыщенного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Сейчас подогреем немного раствор и будем приливать восстановитель. Раствор нагрелся и прикапываем восстановитель. Восстановление практически закончено. Ждем коагуляции осадка и осветления раствора. Восстановление серебра из хлорида закончено. Вот такое количество осадка получилось. И он отправляется на сушку и плавку. Ну а мы встретимся на предварительном взвешивании. Ну и долгожданная полуфиналочка. Давайте перед плавкой подведем предварительные итоги того, что мы сегодня тут наработали. И первым отправляется на взвешивание серебро, добытое с материала, представляющего из себя керамические микросхемы и транзисторы. Результат 1,47 грамма. Наверное, даже не буду плавить это серебро. Его слишком мало. И добыча его в нашем случае вызывала лишь спортивный интерес. Далее идет на взвешивание золотой осадок, добытый из-под растворителя припоя. С обоих материалов. С лигатуры и с транзисторов. Результат 0,19 грамма. Далее на взвешивание отправляется золотой осадок, добытый с 940 грамм микросхемы транзисторов. Результат 7,9 грамма. Вполне неплохо для того материала. Ну и последним отправляется на взвешивание золотой осадок, добытый из 440 граммов лигатуры. Результат 9,2
0,02 грамма. Для лигатуры, содержащей припой, результат считаю феноменальным. Ну и теперь давайте прибавим к этому осадку все оставшиеся, чтобы получить общую цифру по переработке. И общая цифра равна 16,28 грамма. Для переработки, которая заняла в общей сложности порядка 6,5 часов, вполне неплохо. Теперь давайте сплавим весь этот осадок в королек и получим окончательный результат. Перед плавкой при помощи вот такого таблеткоделателя и молоточка я изготовил 4 вот такие таблетки. Их изготовление упрощает процесс плавки, а также предотвращает выдувание золотого песка из тигля. Ну и давайте уже сплавим наш золотой песок.
Вот такой королек получился. Сейчас я почищу его в лимонной кислоте. И после этого его взвесим. Ну и долгожданная финалочка. Давайте подведем окончательный итог сегодняшней переработки. Вот так после очистки в лимонной кислоте выглядит королек. 4 девятки здесь вряд ли будет, но 2 девятки и 8, думаю, наберутся. Тем более не нужно забывать, что мы не производили переочистку золотого осадка путем перерастворения в царской водке. Бросаем на весы. И окончательный результат равен 16,15 грамма. 0,03 грамма приплавки куда-то сбежало, но думаю, это в пределах погрешности. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки подобного золотосодержащего материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!